А теперь расскажу, что сделать, чтобы сохранить все-таки эту длину. Да? То есть длину мы хотим не 50 сантиметров, а, например, 70. Для такой юбки с запахом нам будет мало одного отреза ткани. То есть, если здесь у нас 1,5, здесь у нас 2, этой ткани нам на юбку с запахом, причем длинную, не хватит. Мы покупаем еще один такой же отрез. То есть, получается у меня 2 отреза. Либо вы покупаете цельный отрез, допустим, 4 метра, делите пополам. У меня получается 2 отреза шириной 1,5 сантиметра, длиной 2 сантиметра. И теперь мы можем смело наложить один на другой эти 2 отреза и сложить, вот это у нас ширину вот так на кромочку мы с вами складываем. Смотрите сразу, насколько у нас юбочка удлиняется, насколько у нас появилась возможность сделать юбку длиннее. Или у нас вот такая была возможность, да, вот она юбочка наша. Вот даже если мы вот так приложим с вами нашу линию талии, вот так, и насколько у нас практически в 2 раза, да, ну, согласно моей бумаге, практически в 2 раза. То есть, если мы с вами точно так же с прибавками 60 сантиметров рассчитаем линию талии, мы уже с вами можем не 50 сантиметров сделать, ну, допустим, у нас здесь было 49, да, то есть, если здесь 49 сантиметров, у нас остается практически метр. То есть, если у нас ткань 1,5 метра, значит, этот метр мы с вами вот так отмеряем по всей линии низа, то есть прорисовываем линию низа. И вот у нас получается юбочка. Достаточно большая, широкая юбочка с нашими уже со всеми прибавками на запах. Я сейчас вырежу, разверну и покажу, в чем у нас отличается чем. Так, это убираем. Разворачиваю. Единственное, в чем здесь разница будет, это в том, что у нас будет дополнительный шов. Вот здесь у нас будет дополнительный шов. Вот так я сейчас разверну. Вот здесь у нас будет шовчик. Так. Далее, допустим, здесь у нас будет запах, и здесь у нас будет запах. Вот так прорисуем. Так. Мы с вами вот так накладываем. То есть мы с вами будем пришивать пояс к юбке. И этот запах у нас, вот он будет, вот он. И у нас получается длинная юбка полусолнца на запах. Видите, никогда не будет никакого казуса. Если запах сделать меньше, то вот это наложение будет маленьким. И, допустим, у вас ветер дунет, у вас это все откроется. И будет некрасиво. Вот сюда вы пришиваете пояс. Никаких стяжек, ничего не делайте. Пояс у вас на 60 сантиметров больше. То есть вот эта линия, чем ваша талия. Это как раз для запаха и есть. И если вы хотите закруглить вот эти места, то есть вот это у нас, вот здесь у нас будет шов, возможно, по спинке, возможно, вы захотите его на бок определить. Этот у нас, это второй шов, который мы не сшиваем, а который мы вот так закладываем на запах. Понимаете? То есть он у нас остается вот таким образом. Здесь у нас болтается завязочка. Здесь у нас опять же болтается, вот у нас заканчивается боковая линия, здесь завязочка, и мы ее обвиваем вокруг талии, и здесь завязываем. Либо на боку, либо сзади, либо спереди, где вы хотите. И теперь, что касается вот этой вот линии низа, мы можем просто ее, ну, кстати, можем ее как хотим. Мы хотим ее просто вот так чуть-чуть. Мы захотим ее сделаем покруче. Мы захотим прямо отсюда мы сделаем вот так вот ее, вот такую круглую. Но не сильно сшивайте, то есть не сильно срезайте. Я сейчас покажу почему. Допустим, мы сейчас срежем вот так вот ее сильно, как я сделала, максимально, да. И прямо от самого верха. И теперь мы ее с вами сейчас соединим и сложим, как она у нас была. Видите, тут получается, вот она линия. Вот она, да, линия. И опять же, если ветер дует, чтобы здесь никаких казусов не было. То есть не срезайте сильно вот так, чтобы здесь сильно открыто не было. Понятно, да? Я думаю, что понятно. Ну, то есть вот такая вот история. Еще один момент. Обычно, когда мы с вами пришиваем сюда пояс, вот так мы с вами пришиваем пояс,
вот здесь, у самого-самого края, сделайте маленькие-маленькие, малепусенькие 2 складочки. Вот я сейчас, не знаю, сделаю на бумаге. Маленькие-маленькие, прямо у самого края. Не получается у меня, ну, я думаю, что понятно, да? Зачем? Затем, чтобы вот этот уголочек не топорщился. То есть вот эта линия, либо здесь можно срезать, опять же, 2 сантиметра. Вот так, от этих уголочков, чтобы он не топорщился. Все, срезали, пришили, если вы не хотите заморачиваться со складками. И все у вас будет замечательно. Как рассчитать ткань? Еще раз, мы с вами рассчитываем обхват талии плюс минимум 60 сантиметров. Например, это уже, я говорила, 60 плюс 60, да, то есть обхват талии 60, прибавка 60. Даже если у вас обхват талии 80, прибавка как минимум 60, может быть даже больше. Значит, ну, допустим, 120 получается у нас обхват талии с прибавкой. Мы с вами умножаем, то есть делим на 3 и 14, получаем 38. И 38 это у нас дополнительно будет к длине талии, то есть к длине юбки. Значит, 38 мы должны с вами прибавить хотя бы 1 сантиметр на стачивание с поясом плюс 1 и хотя бы 1 сантиметр на обработку низа плюс 1. Но, девочки, я советую все-таки взять не 1 и 1, а сделать прибавку хотя бы, то есть добавить больше ткани, купить хотя бы на 5-10 сантиметров. В общем, у меня получается 40 сантиметров, к этой цифре мы уже прибавляем длину юбки, например, 1 метр. У нас получается 140 сантиметров длина юбки, значит 150 сантиметров ширины нам вполне хватит. Мы складываем вот так ширину. И это только для того, чтобы сохранить длину юбки. Далее мы складываем вот так. Поэтому нам необходимо, то есть я уже сказала, что к этим 140, если мы, допустим, прибавим с вами на всякий случай 10 сантиметров, то хотя бы на пояс. То есть нам пояс в любом случае нужно. Поэтому нам нужно как минимум по длине 150 сантиметров. Ширина 150, длина 150, 150 умножаем на 2, потому что у нас 2 отрезка ткани. То есть вы покупаете 3 метра, делите пополам, и так вам будет удобнее. Понимаете? Либо если вы покупаете вот так, сейчас разверну, вот так вы покупаете цельный кусок. Вот он у вас цельный кусок, допустим, 3 метра. Вы складываете его так пополам. Здесь у вас будет сгиб, тогда у вас шва не будет. Здесь у вас будет, то есть вот так вот вы складываете. Здесь у вас уже один сгиб, а один вот здесь идет кромочка, да? Здесь у вас сгиб. И у вас получается вот так, у вас, допустим, радиус талии, это талия с прибавками, минимум 60 сантиметров, а то и больше, да? Далее, смотрите, не забывайте, что вот здесь у вас будет сгиб. Поэтому, если вам необходимо, вы делаете вот так юбочку длиной, да, длину юбочки. Далее вырезаете полностью, вырезаете без всяких закруглений низ, линию талии. Здесь у нас, еще раз повторю, здесь у нас сгиб. Вот так ее отметим, да, линию эту, сгиб. Значит, вот так вы разворачиваете, и у вас вот здесь получается сгиб, то есть одна цельная деталь. И тогда уже вы вот здесь делаете закругление. Чтобы закругление было одинаковым, вот здесь по сгибу складываете, и вот у вас, пожалуйста, вырезаете закругление. В общем, много всего наговорила. Я надеюсь, что вам хоть что-нибудь было понятно. Сюда пришиваем пояс, оставляем завязочки от пояса, делаем запах и носим юбку с удовольствием. Если вы хотите, кстати, сделать воланчик или оборочку какую-то по низу, смотрите, для начала с одной стороны вы откладываете вниз хотя бы сантиметров 30-40. И от этого момента начинаете пришивать уже оборочку или воланчик. Да? Пришиваете, пришиваете, пришиваете. Пришиваете до конца, до верха, а здесь этот воланчик вы делаете на заужение. То есть воланчик у вас
Вот отсюда он пойдет минимум, да, на расширение, дальше идет на заужение. Ну, тут уже понятно, да, вы будете пришивать к этой стороне, ну, я нарисовала с этой стороны. То есть я думаю, что все понятно, я очень надеюсь, что все понятно. Задавайте вопросы, пишите ваши комментарии, что вы об этом всем думаете. И, конечно же, шейте юбки солнце, полусолнце, трапеция. Но я солнце пока не показала, я показала только трапецию и полусолнце. Полусолнце показала в разных вариантах. Я думаю, что достаточно на сегодня материала, поэтому сегодня я закончу. Ну а в следующий раз покажу юбку солнца, например, да, то есть покажу, как шить юбку солнца.